Вот это дает. Вот это поклевка. 4 килограмма. Зеркаша красивый. Блин, офигенно. Привет, друзья и любители карповой ловли. Сегодня я выехал на открытие сезона по карпу именно на Бойлы. Я приехал на пруд, видите, за мной. Это пруд Архангельской Воронежской области. В принципе, пруд большой. Здесь уже рыбка поклевывает. Я неделю назад был. Мы с супругой были, 4 сазанчика поймали за полдня. В принципе, результат хороший, меня устроил. Поэтому я приехал сейчас уже по-нормальному с ночевкой. Сразу скажу, кто соберется сюда. Пруд очень дорогой. Сразу узнавайте, сколько стоит не только рыбалка, но и здесь за заезд берут и за мостик. Но для открытия для меня он пойдет. В принципе, я надеюсь на это, потому что в том году я тоже по карповой ловле именно здесь и открывал. Я приехал, подготовил прикормочную программу, она будет чуть попозже вам показана. И, в принципе, планирую ловить на бойлы. Буду пробовать там скорики, ричварды, там еще другие бойлы. На что пойдет? Пыльники, тонущие. Как только я подберу, как говорится, золотой ключик, я пойму, на что ловится. И, в принципе, уже буду ловить. И, естественно, буду показывать вам, что у меня получилось. Всегда помните, каждый водоем, он индивидуален. И подбирать ключ приходится к каждому. Как по прикормочной программе, как по насадочной. В принципе, надо пробовать, экспериментировать и получать положительные эмоции. Поэтому смотрим дальше, что у меня получилось. Ну что, у нас первая поклевочка. Оп. Оп. Ну что, прикольно. Открываем сезончик наконец-то. Сейчас посмотрим, что там у нас клюнуло. Долгожданное. Перед вечерней зорькой. О, упирается, хорошо. Перехлест, да, перехлест. Будем вверх его тащить. Классно. День в разгаре. Конечно же, не очень. Клев. Но чуть-чуть есть. Подсак у меня длинный. Я сейчас вытащу его издалека. Бойкий. Не знаю, размер не вижу. Так, бойкий. Небольшой. Но все равно приятно. Все поперехлестнул ты мне, блин, дружище. Коварное. Не хочу за матом бежать, поэтому сейчас вам отсюда покажу. Он небольшой. Уже успокоился. Опа. Ну что, красивый чешуйчатый килограммчик. Бойкий. Тащил, упирался. Давай. Плыви, дружище. Зови мамку, папку, которые побольше тебя. Класс. Опа, упирается. Есть. Там коряшки. Не хочется попасть в коряги. О, бойкий. Небольшой, но бойкий. Для начала пойдет.
Маленький. Ну, хотя бы теперь понятно, на что будем ловить эти сутки. Стой, стой, я тебя аккуратно, сейчас отпущу. Ух ты, какой красный. Видите, друзья, красное оперение. Давай, давай. Оп. Начало положено. Ловим. Ну что, друзья, у меня поклевка. Я очень долго ждал. Днем приехал, прикормился. Поставил точки. И ждал. Поклевка произошла на бойл, скорик. Надеюсь, сейчас я вытащу карпика. Вот считай, вот пока не стало темнеть, не клевал рыбу почему-то. Вчера было -5 вообще. Поэтому я вот в такой зимней куртке. Сегодня в ночь обещали +1. Вот я выбрался. О, перехлестнулась. Это с другой. Карпик бойкий. Такой вообще приятный прям вообще. Гоняет из одной стороны в другую. Ну что, у меня не получается вытащить его удочкой. Буду вытаскивать вот так, как получится. Ох ты. Боец, боец. Оп, оп, оп. О, смотрите. Ну что, килограмма 2-3 есть. Ну ладно, ладно тебе. Опа! Yes! 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 У меня в той стороне стояла карповка и одна фидерная. И вот можете посмотреть. Ну что, хорошо, мне нравится. Килограмма на 3 есть. Вот! Ранней весной. Рыбалочка. Ну вот, смотрите. Карпик. Ну что, хрюкаешь? Молодец, что клюнул. Ждал тебя долго. Ну что, буду перенасаживать, перезавозить и вперед в ночь. Напутал все здесь вообще. Все, что мог, спутал. Но мне нравится, когда вот трудности, еще что-то такое. Прям вот рыба клюет и как-то она путает все. Там сложности создает. Она интереснее ловится, чем просто да, она клюнула, вытащил и все, она твоя. Так неинтересно. Так, друзья, хочу вам показать поближе. Для тех всезнайок, которые все пишут мне, говорят, купи сумку мат. У меня есть вот сумка мат как раз. Карп лежит на мате. У меня есть, конечно, отдельный там раскладушка для него. Но я не надеюсь на крупный клев. Поэтому взял такой переносной легкий мат. Ну, я вас немного дезинформировал, друзья. На самом деле карпик это ровно 4 килограмма. Зеркаша красивый. Блин, офигенно. Я не рассчитывал вообще на рыбалку, на сильную. Немного его поранил. Ну, сейчас. Дорогой, потерпи чуть-чуть. Вот. Вот такая вечерняя зорька. Карп на скорик, на бойл. Ну, в принципе, начало классического карпового сезона. Предыдущая была любительская рыбалка, сейчас уже карповая. Ну что, я доволен началом. С учетом того, что вчера было -4, и ребята днем даже на этом пруду плохо отловились, то в принципе отлично. Меня все устраивает. Ловим дальше. Так, ребят, сейчас реально холодно. Прям постемнело. Сейчас на часах даже скажу сколько. 8 часов. Ну и в принципе хочу разжечь костер, чтобы погреться.
Нашел у себя в бардачке спички. Пещера, музей Караульная. Я жил 3 года в Красноярске, вот посещал пещеру, оттуда спички остались. Приятно вспомнить предыдущее место жительства. Вот. Ну, сейчас могу что сказать. Было 2 поклевки. Одна была сюда, ко мне. Она была неуспешная. Вторая вот как раз сейчас клюнула. Я прикармливаюсь. Прикормку, естественно, я вам показал, как делаю. Ну, клюет все то же самое. Карболы. Вот этот карпик был на Мельбурн Флорентино. Монтаж, естественно, вы видели. Ну что, будем продолжать. Я думаю, ночью еще может что-то активизируется. И с утра, с 4 утра. Все-таки рыбка, она ходит, видно, по водоему. И держится где-то в середине почему-то. Не на мель выходит, а вот именно посередине. В старых местах обитания, как и летом здесь ловится. Ну, в принципе, что, нам не привыкать. Сейчас погреюсь. И потом уже буду, если не будет поклевок, ложиться спать. Ну, а утро покажет себя. Продолжаем ловить. Давно не жег костер. Очень давно. В последнее время не люблю жечь костер по причине того, что провоняешь дымом. Ну и в принципе, не знаю почему, но перестал жечь костер, когда теплые ночи. И в принципе нет надобности согреваться. А сейчас прям прохладно, хорошо прям. Поэтому разжег. Чтобы погреться. Огонь все-таки завораживает. Можно смотреть вечно на 2 вещи. Как горит огонь и как работают люди. Но на огонь приятнее смотреть. Ну все, друзья, ночная поклевка. Не знаю, как буду уважить. Ну, как всегда, наверное, ночью всегда уважили. Ой. Сейчас будем вытаскивать. Ну, давай. Где ты там? О, небольшой карпик. Тузик. Но все равно приятно. Мне главное, чтобы сейчас просто клевало. Оп, есть. Да классно. О, тузик чешуйчатый, в районе килограмма. Сейчас, наверное, часов 9:30, 10 вечера. Клюнул на карбол клубничкой. Ну что, продолжаем, получается, ловить, друзья. Надеюсь, на неспокойную все-таки ночь хочется половить карпика. Ух ты! Ушел уже далеко. Есть. Сидит. Неспокойная ночь сегодня. Я только заснул. А он тут как тут. Ну что ж здесь. Будем таскать, пока клюет. Это же хорошо. О, примерз подсак. Ребят, минусовая температура, подсак примерз. Смотрите, подсак примерз. Видите? Нифига себе, подсак. Все, трындец. Все-таки хочется его ловить сегодня.
Ну что, друзья, второй килошник. То есть карпик зеркальный, трехграммовый. Оп. Оп. Вот видите, поклевывает. Несмотря на то, что подсак застыл, тихонечку поклевывает, ловим. Вот он, красавец. Доброе утро, друзья. Утренняя зорька, восход, солнце в лицо бьет. В принципе, я пью утренний кофе. Но ночь выдалась неспокойная. Я все-таки надеялся, что она будет потише, но получилось так, что каждые 1,5 часа была поклевка. Не все реализованы, естественно, больше половины, наверное, только. Связано с тем, что были некоторые подтяжки. Пока дойдешь, посмотришь, потянуло, в принципе, дальше уже не идет. То есть карпик вроде бы питается активно, но берет очень нежно и как бы не сильно заглатывая, не жадно прикормку, засекается не всегда. Но это связано с тем, что все-таки минус 4 градуса ночью было. По машине, в принципе, смотрел. И вот у меня подсачек. Сейчас я вам покажу. Вот еще. Оп. Вот, видите, весь во льду. То есть приходилось каждый раз отдирать его от помоста, чтобы подсачить рыбу. Ну ничего, это даже интересно, когда клюет. Это очень приятно. В принципе, все поклевки были на карболы. Не знаю, чем связано. Наверное, все-таки поп-ап рулит. Маленький диаметр. Именно такая насадка небольшая. Вот. И, в принципе, наверное, цвет тоже имеет значение. И, естественно, я прикармливал. Но ночью я не стал прикармливать, потому что было все-таки холодно. И кидать куда-то наобум и холодно не хотелось. Поэтому я насаживал стик и закидывал со стиком. Естественно, с утра встал, закормился. И сейчас жду поклевок. Ну, я думаю, что нам еще должна все-таки утренняя зорька что-то подарить помимо ночи. Поэтому рассчитываем все-таки на утреннюю зорьку. У меня был фидер с собой. Я его снял. Один убрал. Оставил только карпоудилище. И один фидрок с методной оснасткой. Но там тоже бойл стоит. Просто меньшего диаметра. Вот такая интересная рыбалка, которая еще не закончилась. Я надеюсь, нам подарит карпик еще поклевочки. Сейчас еще только где-то 5:30 утра, 6 максимум. И я надеюсь все-таки быть здесь где-то до 12, до 2 часов. Так что ждем подходов карпика. Ну вот и утренняя поклевочка. Утренняя поклевочка, наконец-то. Я тебя ждал. Ты где ходил? Ну, реагирует рыбка на прикорм. И на бойлы хорошо реагирует. Вот почему-то утреннюю зорьку принято считать прям вот, как только начинается она, прям самое лучшее время для ловли. А здесь перерыв был. Вот у нас с 5 часов у рыбки перерыв был. Где-то с 5 до 6:30. Она не клевала, не хотела. Подсак. Давай. Оттаивший. Ну, небольшой карпик.
Ну, полторашечка. Оп. Опа. Но приятная. Не, килограммчик. Килограммчик поменьше. Все-таки килограммчик. Приятный. Опа. Оп. О! Разловил. Это не скорик, это у меня пробиотик. Monster Crab. Я его разловил. Отпускаем. Оп. Опа. Давай, плыви. Восвояси. Давай, давай, давай. Оп. Класс. Так, друзья, сейчас я вам покажу покрупнее мой монтаж. У меня груз вот 60, у меня груз 60 грамм, инлайн. Вот видите, да? Вот. И здесь вот поводок где-то 17, наверное, сантиметров. Крючок. Крючок у меня не 4, крючок у меня 6, поменьше. Вот. И он тонкий, то есть и очень острый. Я не стал на весну ставить большие крючки, вот поставил такой. И у меня вот скорик. Это Мельболя Флорентина, на него наиболее частые поклевки у меня. Я вот на этот скорик уже 3 или 4 рыбы поймал. И ночью то же самое было. То есть я его поменял только утром. Ночь отстоял, потом поменял, вот сейчас новый поставил. Вот. Ловлю, я с утра прикормился, естественно. Прикормку чуть позже покажу. А сейчас вот хочу вам показать стики. Вот стик у меня связанный. Он на сладких там ароматах. Пирдроп. Вот так провдеваю стик. Здесь чуть-чуть крючок. И уже дальше насаживают эту конусную резину. И на быстросъем. Вот грузила. И в принципе вот как раздел, чтобы здесь чуть-чуть только было насажено на ПВА сетку. И в принципе он вот так будет немного парить. Опыт показал, что он напитывается, скорик. Я ночью посмотрел, что ночью напитался скорик и в принципе не поднимает сильно этот крючок, даже 6. Поэтому в принципе я и продолжил так ловить на те же самые крючки. Единственное, что я добавляю немного, у меня есть такая жидкость Go. Когда мне лень, я ее не ставлю, и также ловится со стиком как из Go, так и без Go. Просто Go добавлять немного мульти. Вот в принципе весь монтаж. Сейчас я его закину. И у меня все такие монтажи, просто поменены немного скорики. Там есть, я ставлю скорик Мельболя, ставлю скорик также банан Скопекс, клубника. И у меня стоит пробиотик Monster Crab с поп-апом. Он тоже, на него тоже неплохо клюет. Давай. Поехали. Опа, поехала. Ну давай, еще чуть-чуть. Две поклевки сразу, вот одна опустилась и вторая сейчас. Ну что, вытаскивать сейчас будем. По очереди, наверное. Так как одна, потом вторая. Есть. Сидит. Классно. Сразу дуплет утренний. Ага. Не перехлестнулись ли они? Да нет. Вроде одна другую не тащит. А может и перехлестнулись. Этот карпик. Жмет, жмет, хорошо жмет карпик. Солнце.
Поднимается, отлично. В общем, перехлестнул чуть-чуть. В общем, ребят, и день удался, когда дуплет с утра. Я вот заметил, вот этот пруд, самый последний, он и клюет на нем по холодной воде, и сам первым практически открывается, одним из самых первых. Но я на него не часто ездю. Здесь очень дорого. Вот он. Оп. Есть. Ну что, посмотрю, что на второй. Если что, прям сюда и выведу в этот же пасак. Сидит. Завел. Ну, это патовая ситуация. Там есть коряшка. Пока я снимал красивый кадр, он завел. И навряд ли он выйдет оттуда. Ну, пока этого отцеплю. Покажу вам. Ой. Ну, клюет, как обычно, мельвили Флорентина, скорик, карболы. Ну что, килошный вариант. Тузики. Хотелось, конечно, покрупнее, красивый, зеркальный. Ну что, пойду вторую вытаскиваю сейчас удочку. Вдруг там сидит, пока не буду подсак убирать. Ну что, рыбалка продолжается. Вот этот дает. Вот это дает. Нифига себе. Давай. Все, уговорил. Вот это поклевка. Да, называется отдай. Все. Будет обидно, если это будет килограмм. Это при том, что я камеру еще минуту включал. Он провозил. Ну, с утра только прикормился, остальное ловлю на стик. Друг, ты куда? Небольшой. Я же говорю, обидно будет, если это будет килограмм.
Опа! А паровозил-то сколько эмоций дал. Приятных. Ну, в районе полторашки. От кило до полтора. Ну, посмотрим на спринтера. Полторашка. Ну, как паровозил, это просто. А, нет, двушка. Извините, ребят, двушка. Опа. Ну как? Паровоз наш. А паровозил-то, ё-моё, да? Прям такой долго. Ну что, взялся он на Мельбурн Флорентина. Скорик. Блин, не знаю, скорики рулят сегодня. Ну, приятный, да? Вот, поближе вам покажу. Приятный. Ну что, продолжаем ловить. Итак, друзья, по прикормке. Чем прикармливать? Ну, сильно прикармливать рыбу, вы все знаете, весной нельзя. Поэтому, немного думав над этим вопросом, я вышел из этой ситуации так. Я заехал на местный комбикормный завод и купил вот такой комбикорм. Называется он для откорма свиней до жирных кондиций. В принципе, состав меня устроил. Входят отруби пшеничные, пшеница, кукуруза, шрот, поц, ячмень, мел, лингорн, соль, вот, лизин. Блин, да здесь и пшеница, и кукуруза, все, что нам нужно. Поэтому, недолго думая, я взял мешок, обошелся он 650 рублей, 40 килограмм. Ну, если брать на пересчет карповый пелец, карповый пелец в магазине стоит 100, 110, 120 рублей. Ну вот, за 5 килограмм 6. Я взял 40. Это прикорм я буду использовать по холодной воде. Что мне нужно? Он весь в гранулах. Гранулы я буду заливать химией. Химия будет очень сильно распространяться. Эти гранулы будут быстро распадаться. Рыба не будет наедаться. Смысл такой. В принципе, очень удобный в принципе применение и дешевый прикорм. И как он себя показал, утро и ночь, отлично. Отлично. Рыба подходит, рядом крутится, клюет. Ну и в принципе у меня с весны остался сечка. Сечка такая, здесь немного, в основном это кукуруза такая дробленая. Я ее заварил, и в принципе получилась такая сечка. И из пропорции, исходя, две части именно комбикорма и одна часть зерновых, я добавляю вот этот прикорм. Меня устраивает. Я скормил немного, чуть меньше пол-ведра там. Вот этого, это сколько? 5 килограмм. Я взял очень, в принципе, нормальные ликвиды. Robin Red, просто перелил сейчас другие банки в обычные, чтобы пол-литровые были, не литровые. Robin Red. Все говорят, по весне он отлично работает. Я тоже им пользовался раньше, как-то он получше работал. Вот. И, в принципе, им пытался заливать. Да, подходит рыба, но не так активно. И, в принципе, взял еще чеснок. Чеснок, естественно, старбетский, вот фирменный. Но на него рыба подходила, но не так быстро. Ну, не такой эффект получился. Зато меня очень сильно удивил. У меня вот банка есть. Здесь мидии миненковские, вонючие, невозможно. Фу, блин. Я ее разводил. Эту банку я пользуюсь уже года 3-4. Чуть-чуть от нее отливаю, развожу с чем-нибудь там, какой-нибудь меласса, CSL добавляю, чектоник, и потом ее заливаю. Вот на это прям очень хорошо подходит рыба именно по холодной воде. Несмотря на то, что он вонючесть у него просто невероятная. Наверное, это и нужно по весне, чтобы не вам было приятно нюхать, а именно рыбе. Вот. Но после замешивания я не сразу выкидываю прикормку эту. Вот я ее намешал.
У меня, конечно, большая часть именно вот этого свиного комбикорма в гранулах. И немного даю настояться минут 15. В гранулы проникает как раз вот эта вся химия, напитывается немного кукурузкой этой химии, и я ее закидываю. Реакция рыбы отличная, подходит быстро, стоит и ест. Не знаю, что он там делает, но в принципе, высыпав комбикорм еще около себя, увидел такие пятнышки беленькие, комбикорм быстро разложился. И в принципе, что нужно, чтобы он в пыль превратился-то. Чтобы рыба не ела, а рядом крутилась, нюхала, пыталась есть, но не наедалась. Так что вот эта прикормка на этой рыбалке очень сильно хорошо себя сработала. Пробуйте, каждый водоем индивидуально, может быть, у вас другой запах сработает. Ну а состав по холодной воде, мне кажется, на любой водоем подойдет. И в принципе, сейчас пойду закормлюсь последний раз и больше кормиться не буду. Нежданно-негаданно были какие-то мялые поклевки, я не понимал, что это за поклевки. Ну и начал вытягивать. А там сидит кто-то. Единственная удочка с грузом 120. Все груза я 60-80 использую. А здесь 120. Ну, не было. Меньше. И тут раз. А он сидит. Вот он. Да ты, мой родной. Ты не мог груз таскать. Ты небольшой. Вот такой малек. Ну как малек? Полкилограмма есть. Сидел, ждал, пока вытащит. Опа, давай, плыви. Оп, есть. Есть поклевочка еще. И еще одна, и еще. Все дела, как вот карп подгадывает, чтобы все дела я поделал, потом клюет. В общем, что могу сказать. Меня очень порадовала эта рыбалка. Примерно прикормился, полчаса прошло, и вот результат. Как по классике. Прикормил, накормил. Все. Ой, следующая пошла. Ёб твою за ногу. А это сошел. Бог с ним. Сошел и сошел. Ой-ой-ой-ой-ой. Ух ты. Один сошел, другой клюнул. Да и фиг с ним. Перехлестнулся, наверное. Сейчас решим, как вытащить. Безвыходных ситуаций-то не бывает. Дважды перехлестнулся. Дважды. Так. Ну что, раз дважды, значит будем вот ослабил леску соседнее удилище и вытаскиваю, а потом натяну просто, да и все. Бойкий, бойкий. Не знаю, насколько крупный. Вода мутная, не видно еще. А, есть. Оп. Есть. Ой, потом распутаю лески уже. Сейчас освобожу занчика. Вам покажу. Ну и потом дальше все дела. Ой, да хороший. 1,5-2 килограмма. Вот. Красивый. Ну что, лепота. Эх ты, а здесь еще крючок сбоку у него. Это кто-то его без меня забагрил. И с ним плавал крючок. О, уже вылазить надо было. Ну так попадается иногда.
Вот такой карпик. Сейчас я его сразу же. Я уже экспериментирую, ставлю скорики уже любые. Вот сейчас Квитоктопус поставил. Тоже клюнул. Так. Классно, да? Давай. Не будем тебя держать. Взвешивать, наматы. Ну, кило 200, 1,5 килограмма. Оп. Ой. Искупал. Классно. Поклевочка. Ребят, без приключений, как на черных камнях. Видать, прикормил точки эти две. Это не по очереди работают. Одна, вторая. Одна, вторая. Прям вообще. Получается, сутки кормил. Ну как? Раз, два, 4 раза за сутки. Как приехал, прикормил. Потом я прикормил вечером. Потом встал с утра. Часов 5:30-6. И уже часов в 9. Все, я больше не кормил. На стиках кормлюсь. И закидываю сейчас наугад. Вот он какой боец. Прям бьет. Смотрите. Вершинка ходит ходуном. Небольшой. Но хотя бы клюет. И то хорошо. Оп. Многие водоемы вообще сейчас молчат. Ночью было -4. За губу легонечко взялся. Вот. Грамм 700. Карпуша. Зеркальный. Классно. Оп. Не дает соскучиться карпик. Опа. Поехали. Оп. О, есть, сидит. Молодец. Вообще, черные камни называется рыбалка. А мне все пугали. Говорили, там мороз, клевать не будет. Ой, он еще ветку прет за собой. То есть я вместе с карпом еще ветку тащу. Вон, походу. Ночью внутри приходили. С утра здесь какая-то то ли мышь, то ли шиншилла какая-то бегала, жрала, большая какая-то. Большой грызун. Ух ты, ух ты, ух ты. Вот это, да. Ну давай, паровоз. Даже так интереснее. Бьет прям хорошо, сопротивляется. Вон он стоит. Ну, упрямый, боец. Это самое и ценится в карпе. Что он боец. Не буду форсировать его, тащить дуром. Поиграем. Вытащу, не вытащу, не важно. Главное эмоции. Ну давай. Давай, ты же небольшой, я вижу тебя сверху. Хотя, в принципе, это обманчиво. Обычно. Груз-то. Груз небольшой. Ну давай. Хватит. Уже долго слишком гуляешь. Оп. Yes. Опа. Ну что, друзья, двушечка.
Или трешечка? Трешечка. Скорик сработал. Первый раз я ставил демон скорик. Не особо верю в него, конечно. По причине того, что демон оригинальный, конечно, по-своему работает. Ну вот он сработал. Опа! Красивый. Ну, трешечка. Трешечка есть. Ой. Зеркальный. О. Классно. Хорошо ты меня потаскал. Была бы шестерочка, пятерочка, еще бы сильнее было бы. Целый час не клевал, и я думаю, где он, где он? Здесь? В бок куда-то уходит. Ну давай. В этот бок, так в этот, все равно куда. Маленький. Ну, килошки вот идут. Наверное. Вот. Оп. Оп. Ничего себе, шок-лидер оторвался. Вот это, да, вот это номер. Я его прям поймал на лету. Вы видели такое когда-нибудь? Оп. Все, и шок-лидер здесь, и карпик, и оснастка. Не, ну надо же так это. Шок-лидер раз и отпал. Повезло. Опа. Ну вот он, килошка. Клевая. Такой, ни одной изъяны, такой серебристый, чешуйчатый. Золотой, можно сказать, карп. Оп. Давай покажись во всей красе. Карпушка. Опа. Ну что, давай, до свидания тогда. Расти большой, зови папу, маму. Все, я буду сейчас снимать. Это последние карпики. Больше ставить, наверное, не буду. Надоело, домой поеду. Пускай у других людей клюет. А то они, бедолаги, смотрят на меня. У них клюет, конечно, но не так часто. Больше шашлык едят. Все, ушел. Ну и слава богу. Ну, друзья, как вы поняли, я уже сматываюсь. Уже удочки пару снял. В принципе, весь скарп свой тоже сложил практически в машину. Рыбалка очень порадовала. Начало было не очень хорошее, но потом прикормил, поставил на точку рыбу, подобрал ключики к прикормке и к досадке. И уже ночью где-то каждые 1,5 часа клевало, днем каждый час. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь. Всем ни хвоста, ни чешуи.